Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Лана и дорогие слушатели Калейдоскопа. Светлана, очень приятно с вами сегодня встретиться. Спасибо большое, что нашли время для нашей программы. И сегодня мы находимся сейчас в вашем замечательном офисе в Белфасте. Наши радиослушатели уже знают, что сегодня вы гости нашей программы, что в предыдущих анонсах мы уже рассказывали об этом. И я рассказала немножко о предыстории нашего знакомства. Наши радиослушатели знают, что вы профессиональный психолог, работаете психологом в Белфасте. Но я попрошу вас немножечко рассказать о себе. Сначала немножко о себе, свою историю. Как вы оказались в Белфасте и как вы пришли к желанию стать психологом? Да, спасибо вам за приглашение, Лана. Я сама родом из Латвии. Училась на психолога я в Москве, в высшей школе экономики, экзистенциальный анализ, и это было 7 лет назад. Вообще я интересовалась психологией, потому что у меня есть сама личная история какой-то борьбы с травмами, тревогами. Мне всегда хотелось разобраться сначала в себе, и потом уже помогать людям, потому что я знаю, что есть такая потребность, и не всегда люди находят ту помощь, которая им требуется. И после того, как я обучилась на магистратуре в высшей школе экономики в Москве, я переехала, собственно, сюда, в Белфаст. Насколько я знаю, что многие психологи пришли в психологию после того, как они пытались найти решение своим проблемам. Многие психологи, я знаю, что приходят в психологию, когда не только помогают своим знакомым, родным, но и также и себе. Так, как я понимаю, случилось и у вас. Да, все верно. То есть я сначала прошла личную терапию, и это обучение длиной в жизнь. И сейчас я также продолжаю обучаться разным техникам, подходам, чтобы улучшать свою практику и себя. Спасибо большое. Мы знаем, что жизнь меняется, постоянно меняется. Сейчас очень быстро меняется жизнь, и не всегда она бывает такой благоприятной для людей. И, конечно же, мы, люди, живые существа, состоим не только из физического тела. У нас есть еще и душа, психика, психосоматика. И жизнь, ее реалии отражаются, особенно последних лет, ковид и многие другие реалии, очень отражаются на психике людей. Психические болезни молодеют. Вот что вы наблюдаете сейчас, даже находясь в Белфасте, проживая на территории Ирландии, что вы наблюдаете, молодеют ли психологические заболевания, как переживает текущие события молодое поколение, пожилое поколение, кто ваши клиенты? Да, вы правы, что такие трудности психологические, они молодеют, и сейчас и молодежь, и подростки, они тоже нужна помощь. Особенно сейчас время, как вы сказали, ковид и другие разные события, они вызывают тревогу из-за неопределенности, потому что мы не знаем, что будет завтра, что будет через месяц, и мы не можем найти те самые важные опоры в жизни. И это тот самый запрос, с которым чаще всего клиенты ко мне обращаются. Будь то клиенты более старшего возраста или молодые, это тревожное состояние, когда они не знают, что с этим делать. То есть фактически тревога повисла в воздухе, и люди живут в тревоге, это чувствуется кожей, и это то, что заставляет людей приходить к психологу. Получается, что вы работаете в основном с молодым поколением, или кто ваши клиенты? Это взрослые люди? Да, это только взрослые люди, я не работаю с детьми и подростками, поэтому да. Но, тем не менее, если вы работаете со взрослыми людьми, то это, скорее всего, чьи-то родители, и если у них есть такие проблемы, уже тревога, то мы знаем, что это может передаться и будущим детям. Значит, получается, что проблема решается для будущих поколений. Если вы помогаете нынешнему поколению, то эта проблема, скорее всего, что будет решена и в других поколениях этих семей. Абсолютно, да. Потому что такой микроклимат в семье, он очень важен для развития ребенка. Если ребенок даже не то, что видит, но чувствует, что у родителей, у матери в особенности, она спокойна, она контролирует все, что происходит вокруг в семье, тогда ребенок чувствует себя тоже спокойным. И если коротко, мне очень нравится этот пример, который приводится в самолете, когда, если что-то произойдет, то сначала советуют: наденьте маску, родитель должен надеть, и только потом для ребенка. И поэтому также и в терапии важно, чтобы родитель позаботился о себе, и уже благодаря этому он сможет лучше позаботиться о ребенке. Это очень хорошее сравнение. Я знаю, что вы все эти 7 лет работаете в медицинской системе Ирландии, Северной Ирландии, и вы долго шли к тому, чтобы открыть свой офис и начать свою частную практику. И полгода назад это состоялось. Я вас поздравляю, мы сейчас находимся в вашем замечательном офисе. Расскажите, пожалуйста, за вашу практику самые интересные случаи, самые такие, кроме обращений с тревогой и с тревожными состояниями, что сейчас превалирует среди ваших клиентов, какими проблемами, с какими вопросами обращаются люди?
Мгм. Да, немножко уточню, что практикой я начала заниматься 7 лет назад, но я занималась этим онлайн с русскоязычным и англоязычным населением. Но именно полгода назад я решила открыть свой офис в Белфасте, потому что многие русскоговорящие люди как раз переехали в последнее время сюда, в Белфаст, и появилась такая необходимость очных встреч. И говоря о тех вопросах, каких-то интересных случаях, которые еще появились, и вопросах, которые потребности у людей, это травмы. Сейчас тоже довольно актуально, это ПТСР и травмы. И интересно, что сейчас очень много информации об этом появилось, но я работаю, если есть какая-то непрожитая эмоция, в которой мы, возможно, застряли, какая-то ситуация, которая в настоящем может триггерить человека, или, допустим, на нас накричал начальник, или какая-то такая незначительная ситуация, но мы замечаем, что эмоционально она нас очень сильно волнует, мы не понимаем, откуда эти эмоциональные реакции. Но если мы идем в прошлое, к тому самому первому случаю, когда эта эмоция у нас возникла, когда у нас возникла там паника, страх, тревога и разные другие эмоции, грусть, злость. Очень много вот сейчас даже существует подавленной злости и агрессии, которые люди держат в себе, и они не знают, как это выплеснуть. Но в терапии что мы делаем? Мы можем пойти как раз-то назад, в прошлое, и прожить эту эмоцию в безопасной атмосфере сессии. И когда человек уже возвращается обратно собственно, в настоящее, мы даем ему те самые необходимые ресурсы, которые у него не было в детстве, и он может по-новому посмотреть на эту ситуацию, которая была в прошлом, и с новыми ресурсами идти в будущее, и уже быть более спокойным, более наполненным этими самыми силами, которых у него раньше не было. То есть получается, что, как говорят психологи, есть некая закапсулированная эмоция, которая возникла когда-то в детстве. Человек, возможно, уже даже не помнит этого случая. А в процессе терапии человек опускается в своих воспоминаниях до этой эмоции, проживает ее заново, как я поняла, смотрит на нее с другой стороны, как бы другим уже взглядом, объясняет ее себе, и таким образом отпускаются и подобные другие эмоции, которые просто аккумулировались за время его жизни и вызывают какую-то реакцию на данный момент. Например, человек становится агрессивным, хотя он этого не хочет в любых самых простых ситуациях и не может объяснить себе, почему такое происходит. Так? Да, да, абсолютно так. На рациональном уровне человек может даже не помнить какие-то определенные ситуации. У меня были клиенты, когда они говорят, я особо не помню, что у меня вообще было в детстве. У меня было детство, но я вообще не помню, что там было. И это то, как наша психика защищается. Если было какой-то негативный опыт или эмоциональное, или физическое насилие в семье, то сознание, оно просто заблокировало этот опыт и сами воспоминания. Но если в терапии мы идем туда и по чуть-чуть, по чайной ложке все-таки выносим этот опыт, то и воспоминания возвращаются, и больше радостей в жизни возникает. Потому что чем больше мы позволяем себе проживать даже то, что люди называют негативными эмоциями, хотя негативных эмоций по сути нету, есть неприятные эмоции, но они тоже важны. И чем больше мы позволяем себе проживать эти негативные эмоции и плакать, когда нам хочется плакать, тем больше мы можем позволять себе, мы сможем проживать и положительные эмоции, и радость. И часто бывает, что клиенты приходят, и они говорят, что вот я не могу испытывать радость, мне ничего не радует, у меня апатия, у меня усталость, мне ничего не хочется. Очень знакомо. Да, вот сейчас это тоже очень знакомо, и чем больше мы вот позволяем... Таким клиентом, я вас перебью, наверное, может быть сейчас каждый человек. Да. Почти. Да, почти каждый человек, да, и вы правы. Вы говорили, что когда такие клиенты приходят... Да, и когда такие клиенты приходят, и важно, что вот в безопасной обстановке сессии, когда принимающие отношения, и тогда люди могут позволить себе прожить эти эмоции. Потому что, возможно, или в семье, или с друзьями у нас часто так принято, что будь мужиком, будь сильным, ты не должен показывать эмоции. Не плачь. Да, именно, соберись, тряпка. И мы привыкли также и сами с собой разговаривать, поэтому, когда, возможно, нам хочется там плакать или там просто накричать на мебель, или еще что-то, вот выразить какую-то агрессию, то, возможно, даже друзья и знакомые, они могут это осуждать.
как-то говорить: нет, как ты можешь так говорить, Да, почему конечно. ты плачешь. Ной не ныл, и ты не ной. Именно, да. Вот, вот в терапии это можно проработать. Не так, что вы приходите к терапевту, и вы можете там, я не знаю, год приходить и просто там рассказывать все, что у вас произошло, рыдать и все. Ну, то есть, конечно, для этого есть тоже место. Но есть различные техники, благодаря которым это можно скорее проработать, чем если бы вы просто рассказали это там соседу или подруге на кухне. То есть это своего рода хирургия. Как я понимаю, эти техники, только вы касаетесь уже своим скальпелем, таким, значит, метафорическим, не тела, а именно души. Потому что у некоторых людей бывает, что и душа кровоточит. Угу. А вот говоря о техниках, я вижу в вашем офисе много интересных книг, и перед нашей беседой вы даже показали мне некоторые книги известных гипнотерапевтов, психологов, очень известных людей с мировым именем. Вот, говоря о вашей работе, вы используете методики, наработанные этими людьми, или, если можно так сказать, квинтэссенцию этих методик, или вы пришли к каким-то своим выводам, озарениям и выстраиваете свою собственную методику, исходя из вашего опыта работы с клиентами? Мне нравится интегральный подход, и да, я использую различные техники в своей практике. Это, так как я обучалась также разным подходам, это и экзистенциальный анализ Виктора Франкла, когда в любом страдании можно найти смысл, и как только мы найдем смысл в этом страдании, в этой ситуации, нам уже станет легче. Главное, чтобы не найти его на смертном одре. Именно. Поэтому лучше пораньше это находить. Да, и это техники гештальт-терапии, нейролингвистического программирования, гипнотерапии и так далее. Вот эти техники, собственно, я и использую в работе. Скажите, какие самые, можно сказать, любимые вами способы работы, или, может быть, какие самые любимые вами случаи, если можно сказать, что есть какие-то любимые, которым вы отдаете предпочтение и которые очень хорошо поддаются терапии? Мне, на самом деле, очень нравится то, что я уже упомянула. Это когда человек приходит с какой-то проблемой, и за несколько сеансов мы можем разобраться даже с какой-то глубокой проблемой в плане, если мы ведем к той самой первой эмоции, когда это было. Это что-то вроде машины времени, когда мы можем отправиться с человеком в прошлое, разобрать эту эмоцию, понять, чего именно в тот момент этой маленькой девочке или этому маленькому мальчику, которому сейчас уже 50-60 лет, который все еще думает, что он во всем виноват, он виноват в той ситуации, которая была 20 лет назад. И за несколько сеансов мы разбираемся с этой ситуацией, и к человеку приходит озарение и воспоминание о том, что, как ему казалось, он уже давно забыл. И он понимает, что на самом деле это не было его вины в этом. Вот один из случаев, и похожие случаи очень часто происходят, когда с чувством вины. Когда человек постоянно винит себя в том, что произошло. Допустим, он расстался с девушкой, и он винит себя, или с партнером, которым было уже 10 лет, они встречались, он винит себя за то, что произошло. И в последующих ситуациях с друзьями он тоже постоянно винит себя, и поэтому у него очень плохие отношения с людьми не складываются, потому что он боится строить отношения с людьми. И в терапии мы идем в ту самую первую ситуацию, которая произошла даже, может быть, не там, потому что если какая-то есть эмоция, которую чаще всего человек испытывает в жизни, то, скорее всего, корень ее именно в детстве. Что-то произошло, и что-то произошло в отношениях с родителями, и поэтому это то убеждение, которое маленький человек, потому что для маленького человека родители это боги, они всегда правы. Хотя родители тоже могут ошибаться, но для маленького ребенка родители всегда правы, и, возможно, там была какая-то ситуация, и в этой ситуации человек подумал, вот маленький ребенок подумал, что это я во всем виноват. Родители расстались, это из-за меня они расстались. Родители ссорятся, они из-за меня ссорятся. И поэтому и теперь на протяжении всей жизни он чувствует себя виноватым за то, что произошло в семье. Но если мы идем в ту самую первую ситуацию, он может посмотреть на нее со стороны и понять, что на самом деле это не было моей вины. На самом деле там может быть все что угодно. Он вспоминает даже детали, которые были в семье. И когда он приходит обратно, он вспоминает даже разные другие ситуации, которые были на протяжении жизни, когда он чувствовал себя виноватым, и он понимает, что на самом деле там не было его вины.
И то есть, и вот за несколько сеансов, то есть, и убеждение человека меняется, и по сути вся наша жизнь построена на убеждениях, убеждение меняется, и отношение человека и к себе, и к жизни меняется, и вот он уже сможет строить нормальные отношения, основанные на каких-то искренних эмоциях, а не на том убеждении, что это я во всем виноват. Светлана, скажите, пожалуйста, как найти вашу клинику, как найти вас, если наши радиослушатели заинтересуются, я думаю, что многие будут заинтересованы, как найти вас, получить консультацию или, может быть, пройти терапию у вас? Есть у вас какие-то контакты и контакты вашей клиники? Да, у меня есть сайт, это krylova.org, как моя фамилия, .org. Также есть YouTube-канал «Психолог Светлана Крылова», и я могу дать номер телефона, да, конечно, собственно, по которому можно ко мне обращаться и записываться на консультации очно здесь, в Белфасте, или онлайн по всему миру. И мой номер телефона, получается, я сейчас в Белфасте, это +44 077 61 49 20 29. Спасибо большое. Если радиослушатели заинтересуются и не успели записать телефон, то вы, дорогие друзья, всегда можете контактировать с нашей радиостанцией и с нашей программой, и мы, конечно, дадим вам контакты Светланы Крыловой. Светлана, здесь еще среди всех книг, которые лежат у нас на столе, я вижу маленькую брошюру, и я знаю, что это первое ваше печатное создание. Расскажите, пожалуйста, об этой удивительной книжке. Да, это маленькая книжка. На самом деле, это как больше рабочая тетрадь, которую я создала, когда заканчивался локдаун. И она называется My Post-Lockdown Journal. Это журнал, где есть простые техники о том, как бороться с тревогой, о То есть которой это мы так вы часто создали говорим. этот журнал, вы создали эту книжку, и эта книжка сейчас доступна, я знаю, даже в продаже. Да, вы можете найти эту книжку на Amazon, и я ее написала под псевдонимом Оливия Шайн. Оливия Шайн. Оливия Шайн, да, так как мое имя Светлана, и Шайн — это тоже что-то светлое, несущее свет. Здорово. Да, и тут есть простые техники о том, как можно преодолевать тревогу, начиная с того, как можно находить опору внутри себя, как находить опору в других людях. И что мне еще нравится, это те техники, которые я сама использовала и которые мне помогали. Потому что есть люди, которые... Я прочел какую-то книжку, и теперь я знаю, как вам помочь. И это просто какое-то напускное, поверхностное. Но вот и эти техники, они помогали мне, моим знакомым, клиентам, и поэтому я точно уверена, что они помогут людям. Спасибо большое. Поздравляем вас с выходом этой книжки. Пусть это будет первая ласточка вашей творческой деятельности, которая действительно помогает людям. И, может быть, наши радиослушатели заинтересуются и найдут эту книгу. Книга вышла на английском языке. Да, на английском языке. И еще, Светлана, вы вот упомянули аббревиатуры. Может быть, они будут не совсем понятны нашим радиослушателям. Угу. Расскажите, пожалуйста, об этом, как я понимаю, сейчас очень распространенном синдроме, а также многих родителей, вероятно, заинтересует синдром дефицита внимания или гиперактивность у детей. И многие люди, я знаю, что обращаются даже просто к врачам, к семейным врачам, но не находят ответа, почему у ребенка та или другая проблема. То есть где могут расти корни этой проблемы и вообще излечимо ли это состояние? Да, то, что я упомянула, это ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Да, и есть просто посттравматическое стрессовое расстройство, когда это какой-то единичный случай, когда человека изнасиловали или произошла какая-то единичный случай, там, убийства, трагедии, и есть какая-то непрожитая эмоция и травма, которая возвращается во флешбеках. Но есть также, что сейчас очень популярно стало в последние годы, это комплексное ПТСР, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, когда было несколько случаев эмоционального, физического насилия в детстве, и этих случаев было много, поэтому это возвращается даже во взрослом возрасте, когда человеку 30, 50, 60 лет. И это эмоциональные флешбеки, когда, если это обычный флешбек, то у нас есть какая-то картинка, мы вспоминаем, что там нас побил этот человек, и у нас есть эта картинка, и возвращаются переживания. Но эмоциональный флешбек, то, что очень часто происходит в КПТСР, когда есть просто какая-то эмоция возвращается, и мы понимаем, мы обнаруживаем, что мы ни с того ни с сего просто плачем целый час, или у нас паника, и это ни с того ни с сего возникает. И часто люди не понимают, что это, или почему я не могу сосредоточиться, почему вот это, как вы сказали, что сейчас часто синдром дефицита внимания или ADHD.
И я придерживаюсь мнения, как и многие другие специалисты, что часто врачи, возможно, даже по незнанию, поскольку сейчас это не очень распространено, они ставят диагнозы СДВГ, синдром дефицита внимания, но синдромы дефицита внимания, они очень похожи на синдромы комплексного посттравматического расстройства. И иногда вместо того, чтобы ставить просто диагноз, что у вас СДВГ, вот вам определенные лекарства, таблеточки попейте, и с вами все будет в порядке. Но в терапии, если мы идем в терапию посттравматического расстройства, КПТСР, то с этим можно справиться, и можно обучиться, как это происходит. И вот здесь как раз у меня на полке есть очень интересная книга, которую я могу вам рассказать. Очень много об этом пишет Габор Мате, который, на самом деле, у него было много лет, как он считал, ADHD или СДВГ, у его сына было, в чем он себя очень сильно винил. И потом, чем больше он стал разбираться в этой теме, он понял, что у него комплексное посттравматическое расстройство, когда он тоже не мог сосредоточиться. Он пишет, в частности, что он читал дневники своей матери, и он просто засыпал. Он не мог ни на чем сосредоточиться. Это сонливость, неусидчивость. И это было от того, что просто для мозга это было слишком много информации, переживаний, и поэтому мозг на определенном этапе он просто блокируется, и он сказал, нет, все, для меня этого слишком много. И люди думают, что это просто дефицит внимания. Но если по чайной ложке все-таки вытаскивать этот опыт и проживать его, и справляться с этими эмоциями, и получать еще больше, давать самим себе больше ресурсов, каких-то эмоциональных, психологических, то с этим можно справляться. И справиться, и больше понимать, как лучше регулировать эти моменты, и достигать успехов, быть более сосредоточенными и так далее. Ну, также я еще много могу рассказать про самодиссоциацию, когда у человека возникает, когда... Да, действительно, сейчас это слово многим стало известно. Диссоциативное расстройство сопровождает многих людей в течение долгого периода жизни, и люди даже не знают, что это такое, как оно называется, они не могут это объяснить. Врачи начали сейчас объяснять, у многих детей наблюдается это в школе, диссоциативное расстройство, поэтому это вот интересно, что вы все это рассказываете, и каждый случай, я так думаю, что индивидуален, просто в каждом случае нужно разобраться, прояснить, что у человека, и это все, наверное, происходит в течение какого-то курса терапии. Как долго обычно длится средний курс терапии? Как вы сказали, это все индивидуально. То есть это не одна сессия или, может быть, одна сессия? Зависит от сложности, случая. Да, если это какие-то, не знаю, фобии, то они довольно быстро могут с ним можно справиться. Если это какое-то комплексное ПТСР, что идет давно, из детства, то да, там необходима какая-то длительная терапия, когда человек будет выстраивать отношения с самим собой и будет обучаться, как быть самому себе родителем, которого у него никогда не было. И на это нужно больше времени. Еще уточню, что есть психология, есть психотерапия. И есть там тревожность, есть тревожное расстройство, диссоциация, диссоциативное расстройство. И это как спектр, есть более слабая выраженность и сильная выраженность. Если очень сильная выраженность какого-либо феномена, тогда это уже психотерапия, но все-таки с этим тоже можно справляться. То есть безнадежных случаев нет? И это мое личное мнение, я оптимист по жизни, поэтому я думаю, что пока мы дышим, то совсем можно справиться, или почти совсем. Спасибо большое, Светлана. И еще раз повторите, пожалуйста, ваши контакты, по которым люди могут с вами связаться. Мой сайт – это krylova.org, и номер телефона – это 077 61 49 20 29. Ко мне можно обратиться по телефону, WhatsApp, Telegram. Спасибо большое и успехов вам. Благодарю вас. Успехов.